Всем привет! Вы на канале Элис Art Hamster Life, и сегодня у нас немножко такая творческая рубрика «Творчество из прошлого». Я хотела показать работы, вышивки своей прабабушки. Ее звали Савченкова Дарья, родилась на 25 марта 1889 года. Ну, дата, наверное, весьма условная, кроме года. Я думаю, что, хотя и год может быть весьма условный, тогда не очень вели эту хронологию, но вот указано, по крайней мере, у нее в документах было 1889 год. Прожила она почти 100 лет, и последние годы своей жизни она была уже прикована к постели и вышивала целыми днями. Она вышивала, причем без очков, и я, честно говоря, не знаю, это были какие-то схемы. Я была очень маленькая, я ее помню, но я помню, как она вышивала, но я не помню, по каким схемам, или она из головы вышивала, как-то эти узоры брала. В общем, ткань, как видите, совершенно простая. Это не канва в привычном понимании, то есть это очень плотная ткань. Бабушка рассказывала, что вроде бы она как-то тут ниточки вставляла и выдергивала их потом. Крестики очень мелкие, то есть, и вот я вот смотрю, что она не сильно заморачивалась, она заворачивала крестик то в одну сторону, то в другую, вот у нее есть завороты то в одну сторону, то в другую, да, и тогда не очень много было всяких не знаю, журналов, там, возможностей где-то, это где-то 70-е годы, да, то есть тогда не очень было много всяких журналов каких-то, да и мулине, в общем-то, у нее было такое мулине, ниточки, они были какие-то шелковые, они были в таких больших мотках, и они были все перепутаны между собой. Потом, когда ее не стало, мне отдали эти нитки, я играла с ними, делала из них какое-то животное, в общем, я была маленькая, и делала из них какую-то собачку, в общем, играла с ними. Ну, в общем, эти нитки не сохранились, но я думаю, что они были очень-очень качественными. К сожалению, конечно, тогда вышивка была не в моде. Ну, то есть, не знаю, редко кто вышивал, я, по крайней мере, не знала никого. Была такая вышивка у нас в школе, узоры какие-то, то есть это было очень неинтересно. И мне всегда очень нравились вот эти вот работы моей прабабушки. Они были такие художественные, они были такие красочные, и я всегда ими восхищалась. Еще была вот такая работа. Они не поглажены, потому что я, честно говоря, боюсь немножко их трогать. Им уже очень-очень много лет. И они, ну это немножечко я потом расскажу, они начинают распадаться. То есть ткань, она начинает себя вести очень странно. Я боюсь вообще их стирать, гладить. То есть они вот так вот лежат. Ткань начинает тлеть. И вот на этой работе крестики еще тоже вот довольно большие. Я думаю, что вот где большие крестики, то уже более поздние работы, но я, конечно, могу ошибаться. То есть вот такие вот цветочки она вышивала. Мне очень нравится вот эта работа, вот этот олень в зимнем лесу, то есть тоже так живописно сделано. По-моему, это единственная ее работа, которая сделана вот ну, таким сплошным крестиком. И я думаю, что это сделано потому, что ткань, на которой она вышивала, она имеет вот такой рисунок. И здесь вроде бы, получается, она шила вот эти крестики по вот этим вот квадратикам. Я склонна, конечно, думать, что действительно вот эти вот работы, которые, ну, с такими крупными крестиками, они идут последними. Ну, не знаю, на самом деле, я, конечно, могу и ошибаться. Вот, все такие ровненькие крестики с изнанки. Ну, она делала, конечно, узелки. Я когда вышивала, я узелки не делала уже. Ну, хотя на первой работе я делала узелки, потом уже не делала, да. То есть здесь еще узелки сделаны. Вот, но такой интересный шов. Вот здесь вот я смотрю с обратной стороны такие интересные швы как-то, но у меня получалось, по крайней мере, не так. Здесь вообще как будто бы
как будто бы вязание какое-то, я даже не знаю, но очень, очень как-то все, прям даже не видно ткань. Насколько плотная вот эта вот изнанка. То есть вот посмотрите, насколько она плотная. Это какой-то интересный шов, крестик какой-то интересный, где вот так или она специально это сделала, уплотнила работу. Ну вот теперь мы уже это никогда не узнаем, но, по крайней мере, смотрится это очень интересно. Я такого не видела нигде больше. Ну, может быть, она действительно решила работу уплотнить и вот так вот сделала. Вот такого вот оленя в лесу. Дальше у нас начинаются работы более такие большие. И это девушка с цветочками. Тоже такой довольно крупный крестик. Это у нас работа, размер. Это у нас 46 сантиметров, да, и если предыдущие были довольно небольшие, то вот здесь 46 на 20 уже работа. И видите уже вот это пятно, то, что вот сбоку, да, эта ткань начала тлеть. И это именно та причина, по которой я вообще боюсь эти вышивки трогать как-то. Я хотела оформить их в рамы. Вот видите, как интересно здесь. Вот так вот все это сшито, то есть пришит какой-то кусочек, чтобы вышивка была, ну, чтобы вышивка поместилась. В то время вообще было никакую ткань не найти толком, и, я так понимаю, она совершенно из подручных средств шила вот эти вот холсты, да, и вышивала на них. И вот так вот выглядят крестики. Тоже вот у нее в разнобой идут, одни в одну сторону повернуты, другие в другую сторону повернуты. То есть такое чистое творчество. И вот так вот выглядит уже вот эта ткань. Это истлевшая ткань, ее трогаешь, и она начинает разрушаться просто, да, и поэтому я ничего не могу сделать с этими работами уже, потому что, ну, это надо либо к реставратору, либо, я не знаю просто что как, куда. И вот такой вот букетик у девушки, вот так вот сделано. Мне очень интересно, конечно, она это делала по каким-то схемам или чисто из головы брала какие-то сюжеты. Дальше у нас идет вот такая девушка с цветочком. Бабуля называла ее Кармен. Ну, наверное, Кармен. Не знаю, вот я смотрю на работы своей прабабушки, я очень удивляюсь, откуда она брала эти мотивы, откуда она брала эти рисунки. Может быть, действительно были какие-то схемы тогда. То есть здесь уже работа сделана более мелким крестиком. Ткань, ну, немножечко поплотнее, но она тоже начала, как сказать, жухнуть уже, ну, потому что этим работам, ну, очень много лет. Они лежали без доступа света, но мне вот эта работа, она очень-очень сильно нравится. Я в детстве очень сильно ее любила. И здесь вот такой уже очень мелкий крестик. Ну, изнанка здесь обычная, такая нормальная. То есть, ну, как обычно вот вышивают, да, то есть здесь такая вот изнанка, но она с узелками шила, да. Вот, и вот такой вот уже очень-очень мелкий плотный крестик. И на лице сделано вот такое вот уже ниточкой идет контур сделан, да, очень интересный. Вот так вот. Очень интересно все это сделано. Я в детстве прям засматривалась вообще на эти работы. Вот так вот здесь вот все это тон так вот все это прошито. Не знаю, мне почему-то кажется, что она из головы эти сюжеты брала, потому что я у бабули спрашивала, она говорила, что прабабушка, ну, просто вышивала, то есть у нее не было никаких схем, и если это действительно так, то эти работы, они действительно просто, ну, шикарны. Потому что она не была ни из какого знатного рода там или еще что-то. Она была обычной крестьянкой, которая работала в поле, и потом она нигде не работала уже. И, в общем-то, я просто не представляю, откуда у нее вот такое
такое искусство, да, насколько вот действительно красивые картины. И вот здесь вот я почему еще тоже, вот я говорю, боюсь трогать, да, потому что вот здесь непосредственно где нитки сделаны, ну, то есть где вышивка вот эта, да, здесь идет вот такое уже, эта ткань, она начинает тлеть, то есть я не могу уже ни постирать эти работы, ни натянуть, потому что я боюсь, что малейший доступ чего-то там, и все это разойдется просто, и гладить я их тоже, соответственно, боюсь лишний раз что-то трогать, то есть я достаю, смотрю и кладу назад. Я так подозреваю, что после того, как они были вышиты, они не были постираны, хотя я могу ошибаться, может, они были и постираны, и поглажены, скорее всего, может быть, да. То есть вот смотрите, вот здесь вот тоже так интересно, то есть сделано темным цветом, и потом сделано сверху тоненькой ниточкой светлой, чтобы передать оттенок. Это вообще поразительно просто. Это бабушка, которой было 90 с лишним лет, да, то есть она вот так вот вышивала, и, я говорю, обычная крестьянка совершенно. То есть вот такие вот тона как-то подбирала, ну, просто удивительно. Самая большая работа – это вот эта девушка. Я тоже очень сильно в детстве любила эту красочную работу. У нее уже размер в длину идет 63 сантиметра и в ширину 35, по-моему, или 37. То есть она у меня даже, я как не пытаюсь, она у меня полностью даже в кадр не входит. Сейчас попробую ее подвинуть. То есть, ну вот я ее могу показать только по частям. Вот так вот внизу она сделана. И вот так вот сверху. То есть здесь тоже идут очень тонкие крестики маленькие, да, тоже такие вот интересные переходы. Тоже, ну вот здесь вот я смотрю, по-моему, у нее везде крестики в разнобой были. То есть какие-то повернуты в одну сторону, какие-то в другую. Сейчас посмотрю здесь. Да, здесь тоже. Вот здесь повернуто в эту сторону, здесь повернуто в эту сторону. Я не знаю, может быть, так и надо. Некоторые и сейчас так вышивают, что по-разному повернуты крестики. Вот так вот ножки сделаны. Да. И вот так вот сделано лицо. Буду показывать вот так вот, как есть. Вот. Вот так вот сделано лицо. Вот такие вот тут фрукты. Ну, то есть, ну, очень большая работа, вообще никак никуда не положить. И я бы хотела вот этих двух дам, эту Кармен, да, и вот эту я бы хотела их в раму. Ну, вот Кармен особенно я хотела бы в раму, но когда вот я их смотрела, я увидела, что ткань начинает тлеть, и, в общем-то, даже не знаю, как мне это сделать. Если кто-то знает, напишите, пожалуйста, что вообще можно сделать и как их можно в раму оформить все-таки, потому что вот эти работы мне хотелось бы оформить в раму. Но здесь вот тоже ткань начинает тлеть, потому что вот сама вышивка, она плотная, а ткань, она довольно тонкая. Это совершенно не канва. И я не знаю, как можно вообще оформить так, чтобы не навредить вышивкам, потому что так я, по крайней мере, пока что могу просто доставать, любоваться ими. Но если я оформлю в раму, ну, натянуть их я не смогу, это точно, потому что ткань не выдержит. И я могу только, ну, как-то, не знаю, попытаться погладить их, не знаю, в общем, и как-то положить, сложно сказать. Вот, и моя прабабушка, она, ну, своей дочери, это значит моей бабушке, она просила ее и говорила ей, что последнее ее желание было, чтобы вот когда она уйдет, значит, когда ее не станет, чтобы моя бабушка оформила ее картины в раму. Но, как вы видите, она не оформила.
Единственное, есть еще одна вот такая картина, которая в рамку оформлена. Но оформлена она очень интересно. Дело в том, что я так понимаю, что тогда было не найти совершенно какие-то материалы. Естественно, тогда не продавались в таком свободном доступе рамы. Если они продавались, то они стоили очень дорого. Рамы со стеклом, чтобы вот оформить. Про багетные мастерские я вообще молчу. То есть это мы сейчас можем наслаждаться этой роскошью, тогда этого ничего не было. И я так понимаю, что вот эту раму ее сделал мой дедушка, потому что она сделана как-то очень странно из фанеры, то есть вот здесь вот все это забито. Здесь сделаны вот такие штучки, и эта картина очень долго у нас висела на стене, пока дедушка с бабушкой были. Вот, и бабуля все хотела сделать остальные работы тоже прабабушкины, ну, своей мамы, чтобы оформить их в рамы, но так у нее это и не получилось. Вот так вот выглядит рама с боков. Вот так вот выглядит рама с боков, то есть это как будто цельная какая-то конструкция, но, по-моему, вот здесь вот это, я не знаю, какая-то доска или это цельная конструкция, я, честно говоря, вообще не понимаю. Стекло здесь взято тоже, как бы я не знаю откуда, то есть, ну, тогда делали все сами, кто во что гораст, и вот здесь вот прям такой зазор есть между рамой и стеклом, то есть вот здесь вот тоже эта тряпочка сшита так, получается, что у прабабушки не было нормального материала, на котором можно шить было, вышивать, и сейчас мы можем наслаждаться тем, что у нас это все есть. Вот, и просто вот стекло взято откуда-то, я так понимаю, где-то дедушка нашел стекло, и вот так вот просто сложили эту тряпочку и вот так вот поставили, то есть это стекло, оно тут двигается, вот, оно двигается, это стекло, и, соответственно, попадает воздух, и эта ткань, она тоже начала тлеть. Я это увидела вот здесь вот. Вот тут вот эта ткань начала тлеть. Я не знаю, может быть, на видео тоже это видно. Вот эти вот разводы, это то, что эта ткань начала тлеть. Кстати, вот это вот пяльца моей прабабушки. И я сама на них тоже вышивала. Вот так вот они выглядят. Да, вот так вот видно. Вот, раскручиваются, закручиваются. И я очень долго думала, что они сломаны. То есть вот здесь вот то, что они перемотаны ниточкой, может быть, действительно они были здесь сломаны, не знаю. Но дело в том, что я потом стала рассматривать поближе и увидела, что здесь вот такая вот скобка есть, да, вроде бы здесь поломки нету, хотя, может быть, здесь они как-то треснули или ну, скорее всего, да, скорее всего, вот здесь вот они треснули, и я так понимаю, что кто-то ей починил эти пяльцы, скорее всего, мой дедушка, хотя, может быть, кто-то из ее сыновей. Вот так вот скобкой вот так вот это стянули, потому что пяльца тогда тоже было не купить, не достать, ничего нигде не было. Все приходилось искать, доставать, то есть и вот так вот стянули, и она перемотала ниточкой, чтобы вот этой вот скобкой не царапать ткань. Я долго не могла понять, зачем она перемотала это ниточкой, но вот когда я сама начала вышивать на этих пяльцах, я поняла, когда я стала натягивать ткань, я поняла, что это для того, чтобы вот здесь вот эта ткань не рвалась, да, и может быть, она это сделала уже после того, как здесь на этой работе было что-то, ну, зацеплено, может быть, от чего вот эта ткань начала тлеть. Вообще, я не знаю, почему она так начала тлеть. Я, честно говоря, когда достала, после переезда я была в большом ужасе, что вот так вот это все, то есть когда я собралась все это оформить, я увидела, что это все совсем недолговечное. Вот такими вот работами, творчеством своей прабабушки я поделилась сегодня с вами, рассказала. И я просто подумала, почему я захотела тоже вот поделиться этим, что исполняя как бы вот
просьбу последнюю своей прабабушки, то, что она просила поставить в рамы, чтобы видели ее картины. Ну, тогда не было такой возможности, не было интернета, и показать было некому. То есть, если в раму не поставлено, то, ну, считайте, что никто не видит, да. Только так, если доставали, показывали. И я решила выложить это в интернет, чтобы люди посмотрели, может быть, кому-то будет интересно, чтобы таким образом, раз уж я не могу оформить в раму, я подумала, что, ну, я же могу их просто показать, чтобы люди увидели. Может быть, кому-то это будет интересно, кому-то понравятся эти работы, кто-то вдохновится ими. Но в любом случае это, ну, такая немножечко дань памяти моей прабабушки. И вот исполнение вот этой последней ее просьбы, которую моя бабушка не смогла выполнить из-за того, что, ну, не было материалов действительно, из чего можно было сделать эти рамы. Она очень хотела, но никак у нее не получалось это сделать. Вот. И стекло тогда было не достать, ничего тогда было не достать. В общем, ну, я попробую каким-то образом вот эту даму с цветком, эту Кармен или кто это, не знаю. В общем, попробую ее как-то оформить. Мне бы очень хотелось, потому что она мне нравится больше всех, она мне нравится с детства. И я бы хотела очень сильно ее оформить и повесить на стену. Может, у меня это получится. Спасибо всем, кто досмотрел до конца. Надеюсь, было интересно. Ставьте лайки, подписывайтесь. Мне будет очень приятно. Меня это будет мотивировать на создание нового контента. И в следующих видео я планирую показать свои вышивки. У меня их много. И я расскажу, как я начинала вышивать и почему я закончила вышивать, почему я больше не вышиваю. Вот. Всем спасибо. Всем всего хорошего и до новых встреч. Пока-пока.